Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. По традиции мы проводим обзор наличия и состояния рыбок на нашей разводне. Уже, кстати, вечер, на улице потемнело. Рыбка видит, что я хожу на разводне, и она вот так красиво построилась вся в рядок. Хочет уже принимать пищу. Но еще, конечно, рановато. Я обычно кормлю ее где-то в 7:30, в 8. Бывает, что ближе к 9 часам. Но она уже в готовности к приему пищи. Неончик расслабился вместе с Гуппи. Но тоже выглядывает, когда ему что-то достанется. Розовая, фиолетовая и желтая тернеции тоже засмотрелись. Анциструсы задумчивые сидят на стеночках в ожидании чуда, так сказать. Но рыбка чувствует себя нормально. Сегодня у них в рационе будет копинс гранулы. И, скорее всего, будет аулофорус, живой червячок. Так, здесь бригада у нас Гуппи, производ. Тернеция, производ. Ну и, соответственно, вон в углу. И вот еще справа самочка, анциструсы, которые тоже периодически дают нам потомство. То есть дают икру. Смотрите, как они коряшку обработали. Она прямо такая беленькая вся. Смотрите, такая четко, прямо видно все вот эти полосочки, которые, ну как это, древесина такая, погрызанная сомиками. Так, здесь в нижнем аквариуме у нас производители сомиков коридоросов Orange. В последнее время почему-то они икру не мечут, не знаю почему. И задумчивые коридоросы Штербы сидят тоже. Тоже что-то не хотят никак производить потомство. Ну, неончики тоже в ожидании. Вот самочка красного неона отсаживал. Самцы отдельно у меня красного неона. Отсаживал их на нерест. Ну, что-то они как-то ничего не дали. Просидели неделю и без толку. Ну, будем надеяться, что в дальнейшем что-то они нам произведут. Вон, кстати, самцы красного неона отдельно сидят. Вот в этом аквариуме. Вон там они внизу. Тоже подкармливаю их потихонечку живым кормом. Ну, для того, чтобы лучше у них проходило оплодотворение, если они на это спромогнутся. Ну, посмотрим, понаблюдаем за ними. Так, вот обратите внимание. Опа. Стайка у нас Данио. Красных, зеленых, чуть синих есть. Малышей, которых мы пересаживали. Вот они уже такие красивые, большие. Буквально 10 дней, и они в этом большом объеме сразу быстро подросли и хорошо себя чувствуют. То есть нормальная уже рыбка, 3 сантиметра железно есть. Так, не забываем посмотреть на наших меченосцев. Они у нас здесь в отдельном царстве сидят, отдельно аквариум для них. И они тут себе обитают, чувствуют себя хорошо. Вон там еще 2 анциструса на фильтре большие сидят. Ну, самец и самочка, ну как-то здесь они икру не мечут, не знаю почему. Ну, меченосцы, все у них хорошо. Вот красавец, самец анцитрус, смотрите какой. А вон там штербики сидят. Ну вот, тоже красивые. Ну, почему-то не рожают, не знаю, что у них такое происходит. Вроде бы как там и самочки, вроде бы как даже 2 есть.
Но никак. Может, их отсадить нужно отдельно, чтобы они отдельно сидели. Может, они как-то и не рестятся, так я не вижу этого. Ну, так незаметно было, чтобы икра где-то на стенках была. Так, здесь у нас наши прекрасные крапчатые. Неончики здесь тоже есть. Производ тернеции. Одна там тернеция что-то справа красная какая-то внизу. Наверное, на отбраковочку пойдет. Что-то у нее, наверное, с плавательным пузырем происходит. Где-то неончик тоже здесь был такой уже. Вот такой доходной. Тоже надо его убрать отсюда. Ну, уберем. Не хватает просто времени. Но уберем. Так. В соседнем что у нас? В соседнем наши красавцы оранжи. Вот они какие. Да, их тут чуть-чуть уменьшилось. Не намного, на 5 штучек. Но компания еще такая приличная. Так, и самочки тернеции здесь. Недавно отнерестились у нас красные, зеленые. Ну, и желтые даже, да. Ну, фиолетовых нужно отсаживать и синих. В дальнейшем это будем делать. Вот, пожалуйста, посмотрите. Тернеция, как у нас подросла. Та мелкая, которую мы пересаживали с маленьких нерестовиков. Вот она здесь сидит. Объем воды побольше. Кушает артемию и олофорус. Вот она уже такая красивая. Такой хороший размерчик. Еще немножечко и будет реализовываться. Так, вон там анцитрусы у меня тоже коряшку шлифуют. Красавчики. Отсюда, кстати, тоже 3 анцитруса уехало. Но остальные пока еще ждут своих новых хозяев, так сказать. Итак, сейчас пройдемся по малькам. Значит, здесь у нас толпа гуппи. Чувствуют себя нормально. Растут, развиваются отлично. Тоже им попадает артемия здесь ежедневно, поэтому они вот такие хорошенькие. В соседнем, тут, конечно, мутноватая вода, она чистая, но мутноватая, потому что даю сомикам копинс, гранулы. Буквально вчера фильтр промывал и убирал с дна. Видите, оно остается, ну, понятно, хорошо кушают, хорошо отходы у них получаются, вот. Но рыбка нормально себя вообще. В этот раз у меня анцитрусы красавцы. Анцитрусы сейчас покажу папашку их и мамашку. Вот этот черный самец. И вон самочка выше сидит. Вот они, не знаю. Думал, что будут такие все черные, но они как-то не черные, но темные. Это уже очень даже хорошо. Смотрите, какой самец. Прямо ну черный весь. Самочка чуть серей, но нормально. Так, вот здесь в одном нерестовичке у нас выводок красной тернеции. Достаточно такое хорошее количество. Рыбка уже практически пошла хорошо в рост. Она уже ест артемию. Ну, я насыпаю, конечно, много. Он там на дне ее еще немерено. Но она, животики полные. То есть растет. Все нормально. Получается сегодня, на сегодняшний день этой рыбке от момента нереста ровно неделя. Вернее, от момента того, как был нерест. Ровно прошла неделя. Вот такая рыбка. То есть считаем 4 дня она уже как малек. Вот она такая. Самостоятельная рыбка. Так, а здесь у меня была отсажена самочка гуппи. Тоже немножко нарожала мальков. 3 десятка, наверное, там есть. Они и здесь вон внизу, и там. На дальней стенке. Ну, буквально 4 дня назад. 4 дня считаем этим рыбкам. Ну, здесь у нас тоже рыбка хорошо себя чувствует. Растет, правда, неравномерно, но кушает хорошо и подрастает. В соседнем аквариуме. Тут вообще у нас уже взрослая рыба. Вообще, этот выводок вообще красавцы. Так хорошо
подросла рыбка, что просто, ну, просто изумительная. Практически равномерно растет. Но есть, конечно, отдельные товарищи, которые отстают в росте. Но основная масса чувствует себя нормально и растет хорошо. Так, друзья, хотел еще показать вам, как чувствует себя наш живой корм. У нас, как вы знаете, есть аулофорус. Возможно, будет мерцать, но вы извините. Вот, смотрите. Вот такой он, червячок. Давайте во вторую заглянем. Опа. Вот, смотрите, сколько его. Такой хорошенький, красненький, живой. Так, сюда идем. Так, опа. Прямо кишит. А ну здесь. Оп. О, тоже хорошенький. Так, у нас еще вот здесь два. Я немножко приблизил, чтобы не так мерцало. Опа. О, шевелится. Красавчик. Давайте еще в этой посмотрим. Опа. О, какой. Что оно резко с ней наводится. О, такие грозди, да? А вот здесь у нас тоже сидят производители тернеции. Но я их давно, конечно, уже не садил на нерест, потому что хватает и так производителей. Но рыбка достаточно крупная, живая. Вон там у нас анциструсы сидят. Шлифуют коряшку тоже. Вот один еще справа сидит под стеночкой. Ну, то есть рыбка чувствует себя хорошо. Неончики построились в рядок, стоят. Да, видно, они дождутся. Скоро будет им ужин. Эта братва тоже застыла. В ожидании. Уже смотрят за моими движениями, следят. Наблюдают, когда им дадут еду. Ну вот, немножко поработали на разводне. Вот поступил заказ небольшой. 12 гуппи, 5 неонов и 7 данио. Уезжают в новый аквариум к новому владельцу. Так, еще такое мероприятие чуть не пропустили. Вот смотрите, выловил я данио красных с нерестовичка, которые отдельно у нас там жили. Сейчас мы их выпустим вот сюда, в общую эту компанию. Рыбки возбудились. Сейчас мы их выпустим маленьких сюда. Ну, они не маленькие, такие уже среднего размера. Ну, сейчас посмотрим. Оп. О, для разнообразия. Чуть-чуть светлее они, чуть-чуть ярче, чем те, которые здесь были. Ну все, будут теперь жить в общем аквариуме. И здесь еще им лучше будет. Развитие будет лучше их идти. Друзья, вот такое небольшое видео у нас получилось. Смотрите видос, который появился на экране. Он тоже о разведении рыбок. Все, до встречи на канале в следующих видео. Пока-пока.